Сегодня хочу поговорить о месте, в котором многие из нас были. Нет, это не организация свидетелей Иеговы. Это то место между сектой и реальностью. И о той невозможности соприкоснуться с настоящей жизнью и просто жить и радоваться каждому дню. Потому что все, что вы верили, оказалось неправдой. И люди, которым вы искренне доверяли, их не оказалось рядом в нужный момент, и они не поддержали вас. Если сейчас у вас есть такая растерянность, одиночество, и вы не знаете, куда идти дальше, то продолжайте смотреть это видео. Итак, что же это за место между сектой и реальностью? Если вы смотрели фильм «Матрица», то вы можете вспомнить, как в одной из частей Нео застрял на одной станции метро между матрицей и реальностью. И если вы живете в Москве, то станция Технопарк довольно похожа на эту станцию. И там, где Нео ждет очередной поезд, там нету ничего. Там пустота. Нету особых красок и оттенков. И также человек, который вышел из секты, он уже вышел из секты, но он в растерянности, непонимании, куда ему идти дальше. Еще больше он не знает, как ему теперь доверять людям, как ему доверять себе, потому что он позволил себе поверить в это, позволил предать себя. Ну и также и как доверять другим людям. Кому доверять, если они такие ненадежные? И сегодня мы поговорим о том, как же восстановить эту связь с собой, с миром, и как можно наслаждаться жизнью, будучи в таком состоянии, как изменить это состояние. Итак, необходимо выполнить 3 шага. Первый из них – это понять, кому можно доверять, кому нельзя и в какой степени. Второе – это научиться постепенно открываться людям. И третье – это отстаивать свои границы и говорить людям, как с нами можно поступать, а как нельзя поступать. И первое – это как раз понять, кому можно доверять, кому нельзя доверять. Возможно, вы скажете, что я не особо хочу доверять людям, потому что они не всегда предают. Но, возможно, вы также хотите наслаждаться жизнью и хотите просто проживать каждый момент. Но чтобы наслаждаться, нужно как раз-то научиться доверять себе и людям. И важно понимать, что не все люди заслуживают доверия в равной степени. Когда мы в собрании, тогда да, мы все братья и сестры, мы так или иначе, у нас одна цель, одни задачи, и мы можем быть более открытыми друг с другом. Ну, не всегда это приводит к положительным результатам, но все-таки. А вне организации это иначе. У вас может быть человек, которому вы можете полностью доверять, который очень хорошо разбирается в каких-то бюрократических вопросах, с бумагами, он прекрасен. В этом вы можете ему полностью доверять. Но в каких-то душевных переживаниях или проблемах, ситуациях в личной жизни, то там он не особо открывается или он не хочет этим с вами делиться, не хочет выслушивать, что вы ему говорите. И это не значит, что человек хороший или плохой, просто он такой. Но есть другие люди, с которыми вы можете как раз делиться своими душевными переживаниями, а вот в плане каких-то бумажных дел, бюрократии, они вам совершенно не помогут. И это нормально. И понимать, что есть также полутона. Не то, что если ты меня не хочешь выслушивать в этом вопросе, то ты мне враг, я вообще не хочу с тобой разговаривать. Нет, нету там черных или белых цветов. Есть очень-очень много между этим. И нужно осознавать, что с каким-то можно пойти на глубокие отношения и делиться всем. С каким-то только чуть-чуть можно делиться. И это нормально. Чего нужно остерегаться, это как раз людей, которые требуют от нас, чтобы мы им доверяли. Возможно, вы уже встречали таких людей, которые, я твой друг, ты мне не доверяешь. И особенно это в отношениях бывает. То почему ты мне не доверяешь? Ты должен мне доверять или должна доверять. Но люди, которые искренне вас принимают, хотят быть с вами, ваши друзья, тогда они к этому нормально отнесутся. Что пока что, возможно, пока что вы не готовы им полностью доверять. И поэтому нужно время, особенно после какого-то психологического насилия, человеку нужно время. Нужно время, чтобы опять научиться доверять людям. И это нормально. Это нормально, что вы чувствуете страх, неуверенность, что вы не хотите туда полностью сразу
доверять людям. И второй шаг – это как раз-то открываться, постепенно открываться людям. И как раз, если мы говорим человеку, как мы себя с ним чувствуем, то есть если ты требуешь от меня, чтобы я тебе быстро доверился, то мне некомфортно, то мне больно. И вот все эти эмоции просто рассказывать человеку, как нам с этим. И посмотреть на его реакцию, если он принимает это или не принимает это. Просто говорить, как мы себя чувствуем. Так мы как раз прорвем эту грань, когда мы чувствуем себя одинокими, изолированными своими чувствами. Но нет, мы просто по чуть-чуть говорим человеку, как это. Именно по чуть-чуть. Это словно бы мы даем человеку 1 евро и ждем, смотрим, что он нам даст взамен. Если он дает 1 евро, мы понимаем, здесь может быть какая-то связь налажена. Мы даем 5 евро, если человек дает 5 евро взамен, то отлично, мы можем еще глубже пойти и делиться чем-то более существенным из личной жизни. Но если мы даем человеку 5 евро, а он нам дает 1, то мы понимаем, что этот человек, с ним не стоит так сильно уже делиться чем-то. То есть или он пока не готов, или пока не хочет, или просто не хочет. Но есть другие люди, с которыми это можно. Конечно, мы говорим не о финансовых вопросах, а о тех самых переживаниях, каких-то информации о личной жизни даже. И важно также относиться к своим мыслям, которые возникают как гипотеза. Не так, что человек нам что-то сказал, и значит, он подумал вот это, значит, он думает, что я плохой человек или так далее. Просто, мы словили себя на этой мысли, что мы думаем так о другом человеке, и тогда мы идем к этому человеку и говорим, мне показалось, мне кажется, что ты думаешь обо мне так-то и так-то. Так ли это? И тогда уже человек может нам объяснить, что нет, это совершенно не так. Конечно, мы часто ждем, что человек сам догадается, как мы себя чувствуем, или что он сделал для нас плохого или хорошего. Поэтому мы просто сидим, играем в молчанку, но часто люди не догадываются, они не могут читать наши мысли, и поэтому важно рассказывать им, а как это для нас. И опять же, сближение идет. Мы проверяем человека, проверяем наше доверие, укрепляем те самые дружеские или романтичные связи между друг другом. И это приводит нас к третьему пункту, это отстаивание своих границ. Когда мы показываем человеку, что так с нами можно поступать, а вот так со мной нельзя поступать. И это про настоящесть. Это не про эгоизм. Это про то, что мы позволяем себе быть настоящими. И показывая людям это, мы им помогаем. Потому что мы поговорим, что и они могут быть с нами настоящими. Поскольку в организации, когда люди в организации свидетелей Иеговы, то часто они прячутся за масками. Масками того, какими их хотят видеть другие люди и так далее. Но здесь это про настоящую жизнь, когда мы можем это почувствовать. И еще важный момент, что таким образом, доверяя другим людям, мы больше учимся доверять себе и наоборот. Это как две стороны, как в диалоге эти части находятся. Когда я доверяю себе, когда я понимаю, как я себя чувствую в тех или иных ситуациях, когда я распознаю свои эмоции, когда я понимаю, что так, здесь мне тревожно, здесь мне больно и неприятно. Когда я все это понимаю в себе, то мне лучше, и я могу объяснить другому человеку, как я с этим чувствую себя. И чтобы он мне дал свою обратную реакцию. И когда я строю предположение, что я думаю, что вот этому человеку я могу доверять, я проверяю по чуть-чуть, насколько я могу ему доверять, и мои ожидания оправдываются, и я еще больше учусь доверять себе. Потому что мои ожидания подтвердились, значит, я сделала что-то правильное, я доверяю себе. То есть, доверяя себе, мы еще больше доверяем другим людям, которые заслуживают доверия. И путем доверия другим людям мы больше доверяем себе. И находясь в этом диалоге, и больше практикуя то самое доверие к себе и миру, мы строим ту самую опору, на которой можно уже дальше жить, действовать и создавать что-то, что всегда будет нас радовать и каждый день наслаждаться жизнью. Поскольку выход в мир – это уязвимость, мы всегда так или иначе будем уязвимы в разговоре с людьми, но это и есть жизнь.
Жизнь не за масками там, пионеров и сестер, братьев собраний, ревностно служащих, поскольку мы знаем часто, что происходит под этими масками, насколько люди несчастны. Но здесь вы можете быть настоящими и переживать это каждый день, эту радость, чего я вам искренне желаю. Всего доброго.